подвиг наш на земле в том, что мы должны творить ближнему своему добро. Вот эти дела, будем молиться, братья и сестры, чтобы Господь принял души всех усопших в Царствие Небесное. Господь не может не слышать наших слез, наших душ. Царствие Небесное, рабу Божию Алексию, со всеми усопшими здесь лежащими православными христианами. Молиться будем, братья, будем кричать духом, ибо опускать нам нельзя. Наши дела надо продолжать то, что начали до победного конца. Царствие Небесное всем усопшим, а вам любви и терпения. Храни вас Господь и Матерь Божия. Давайте сейчас не будем много говорить, проводим достойный путь и будем продолжать их дело. Дальше будем продолжать их дело. И простите всех нас, что мы их не уберегли. Каждый, кто хочет сказать что-то в память об этих людях, я прошу подходить сюда. Мы провожаем в последний земной путь Алексея Борисовича и его побратимов. Это одни из первых людей, которые на Донбассе подняли знамя антифашизма и повели людей за свободу, просто за человеческое достоинство. Они жили и умерли за свои идеалы. Они умерли за то, во что верили. Они не хотели, чтобы наши дети, наши внуки в подвалах изучали правдивую историю. Они сами история. Но осталась бригада «Призрак», которая будет писать историю и будет уничтожать неофашистов на нашей земле. Царство Небесное, ребята. Это горько, но это война. Война, в которой потери бывают. Они неизбежны. Это война не на жизнь, а на смерть. Но я хочу сказать не только для вас. Я хочу сказать для тех, кто на той стороне веселится, этой смерти пытается глумиться. Алексей Борисович, каждая капля крови, пролитая с той или с другой стороны, была для него горем. Поверьте, мы не раз про это разговаривали. И вот эти вот выстрелы были выстрелы в надежду на то, что крови будет меньше. И последнее. Среди многих пошли разговоры о том, что Алексей Борисович последний человек, кто произносил вслух слово «Новороссия». Поверьте, что это не так. Остались мы. И поверьте, мы не согнемся и не отступим. И вот вы видите знамена бригады «Призрак».
Приспускаться они будут только ради памяти погибших. Я хочу одного, чтобы ваша бригада была названа «Восходом Москового». И чтобы Восход показал, где Восток, а где Запад. Спасибо вам. Поэты делают революцию. Они ее начинают. К сожалению, иногда плодами революции пользуются другие люди. Лёшка был поэт. И он, как Данка, вырвал свое сердце и пронес его в этой темноте. Мы пошли за ним. И так же, как Данка, кто-то толкнул его и пытался растоптать его сердце, растоптать искры его. Но им это не удастся никогда. Им не разлучить нас с ним никогда. Он будет жить в нашей памяти вечно. И мне хотелось бы закончить свое короткое выступление такими стихами. Ветер разлуки, студеный ветер, дует вдоль станционных путей. Только напрасно он так завывает, живое тепло гоня. Гаснут лишь искры, костер же пылает. Ветер слабей огня. Понимаете, в чем дело? Все рождаются равными, одинаковыми. И у нас на Луганщине тоже рождаются все одинаковыми людьми. Но почему-то одни попадают в среду и взращивает луганская земля таких, как Ляшко, урод, натуральный. И такой яркая личность такая, как был Алексей Борисович. Он ворвался в жизнь чуть более года назад, Луганщины, подобно метеору, и сгорел, подобно метеору. Но дело в том, что после сгорания метеора остается след. И этот след, который он оставил в наших сердцах, в наших душах, он неизгладимый. Царство Небесное. Даже в самые тяжелые дни, когда он выступал, у нас вселилась надежда в его словах. Он всегда ободрял нас, когда вокруг гремело, горело все. Он всегда говорил, что все будет хорошо, и мы всегда верили ему. Это в первую очередь свет, который впереди светил и будет светить. Поэтому я здесь. Поэтому здесь мой внук, который лично знаком с ним. Знал я его лично, 2 раза жал ему руку. Очень хороший человек. Жалко, что убили, конечно. У меня внучки в 3-й школе был последний звонок. И он был там, присутствовал, мы рядышком стояли с ним. Он выступал, желал всем дальнейшей судьбы хорошей, все. Знали мы его, видели очень часто. Хороший человек был, потеряли хорошего человека, конечно. Скажите, как казаки, что означал Алексей Борисович для движения и для Новороссии? И что он был за человека? Одним словом, это боевой, честный, порядочный человек. И он гражданин своей страны. И то, что в Украине сейчас такое произошло, понимаете, Украина – это государство. А то, что творится в Украине и творят некоторые люди, личности, как они себя считают личности, а на самом деле они не представляют ничего. Понимаете? А вот эти герои Новороссии, которые вот сейчас погибают, и погиб командир бригады «Призрак», это действительно истинные патриоты своей родины. Ньюсфронт, здравствуйте. Как представитель старшего поколения, скажите, Алексей Борисович, что означал для Алчевска и кем он был? Это герой, который за нас положил свою голову вместе со своими товарищами. Земля ему пухом. И мы его будем помнить всю жизнь. Сколько? И никогда таких людей, как он, не победит ни одной хунте и власти киевской. Никогда. Что заставило сегодня прийти сюда и с какими чувствами? Ну а как мы могли не прийти сюда? Люди за нас погибли.
Мы за лучшую жизнь, за хорошее. Мы верили в них. И мы вот с внуком пришли почтить память. Те, кто еще не принял решение. Нам официально никто не помогает, у нас только добровольцы. Знаете, да? Вот. Но я вам скажу, что я приехал с Одессы больше года назад, и очень много моих товарищей здесь и воюют со мной, и полегли. Вот. И я думаю, что вы поддержите меня, я имею в виду бойцы. Вот. И, наверное, все-таки мы пойдем на Запад. Ну, а я, если не пойду, значит, лягу за вас. Ну, по-другому не будет. Я не могу не высказаться.